Группа ученых, исследовавших Северный полюс, полагала, что они одни на этой замерзшей равнине, но они испытали страх, который запомнился им на всю жизнь, когда они столкнулись с дюжиной замерзших статуй. Когда они отправились их осмотреть, ученые внезапно поняли, что это вовсе не статуи. Их странное открытие в конечном итоге попало в заголовки газет по всему миру. Даже после того, как ученые сделали все фотографии своего открытия, люди все еще с трудом верили в то, что они говорили. Их история казалась такой неправдоподобной и почти похожей на плохой заговор. Но доказательства были очевидны для всех. Только после того, как некоторые новостные агентства начали сами отправлять людей по координатам этих статуй, чтобы подтвердить возмутительные заявления ученых, мир начал осознавать реальность ситуации. Возможно, они все-таки не все знали о Северном полюсе. Как и в большинстве экспедиций, инструкции были четкими и понятными. Но это была необычная экспедиция. Конечно, в каждой поездке были свои сюрпризы. Но это путешествие должно было стать уникальным, и оно должно было попасть в заголовки газет. В конце концов, это был совсем другой сюрприз. И он не был похож ни на что, что кто-либо видел раньше. Все началось странно с того момента, как они впервые вошли на базу. Возможно, дело было просто в погоде или в постоянном холоде, но что-то было не так. В воздухе витало нехорошее предчувствие, как будто в любой момент что-то может пойти не так, и это предчувствие подтвердит свою правоту. Ученые были там в рамках обычной экспедиции. Таяние ледяных шапок — это непрерывное исследование, и оно требовало постоянного наблюдения. Глобальное потепление — это очень серьезная проблема, и они были очень увлечены своей работой, что сделало их открытие еще более удивительным. Прибытие ученых на базу было странным. Они были рады продолжить исследование и взять на себя руководство текущей командой. Но когда они прибыли, другая команда уже ушла. Предполагалось, что в исследовании постоянно будет работать персонал. Но они ушли. Что могло заставить их покинуть базу? Это было очень тревожно. Ученые пытались связаться со своими контактными лицами, заключавшими контракты, но из-за плохой погоды связь была ограничена. Они так и не получили четкого ответа о том, куда делась прежняя команда. Они ушли раньше из-за погоды или отказались от проекта. И что еще хуже, добрались ли они вообще домой? Команда не была уверена, чего еще ожидать. Но следующие 2 недели прошли в основном по плану. Погода по-прежнему оставалась неблагоприятной, и общение стало еще более затруднительным. Вина, общее плохое предчувствие, все еще витало в воздухе. Все хотели знать, что случилось с бывшей командой. Были ли они здесь в безопасности? Исследование шло относительно успешно, пока ученый не был предупрежден о том, что радио принимает сигнал. Они разбудили остальных ученых и попросили радио повторить сообщение. 4 из них были вялыми и уставшими, но как только они услышали сообщение, то сразу проснулись. Это был сигнал бедствия. Радиосигнал был слабым и постоянно прерывался, но крики о помощи были слышны безошибочно. Человек, находившийся непосредственно на линии, продолжал повторять набор координат. Ученые быстро записали их и продолжали пытаться связаться с человеком на другом конце провода. Но погода становилась все хуже. Ситуация становилась все хуже. Сигнал пропал. Ученые не были уверены, что делать дальше. Им сказали, что они одни на базе, и что в настоящее время другие базы поблизости не обслуживаются. В это время года было холодно и очень темно. Это было опасно, и они смогли приехать только с разрешения правительства. Кто еще мог быть здесь? Ученые должны были что-то предпринять. В конце концов, это был сигнал бедствия.
Кто-то там нуждался в помощи, и, судя по звуку звонка, не только кто-то другой. Координаты, которые были повторены, находились не так уж далеко от базы. Другого выбора не было. Им пришлось отправиться туда. Путешествие было трудным. Обычно координаты были в нескольких часах пешего перехода от базы, но из-за погоды на это, скорее всего, уйдет целый день. Это было бы сложно, но не невозможно. Но как насчет людей, которым нужна была помощь? Смогут ли они пережить этот день? Или ученые приедут слишком поздно? Координаты также были указаны там, куда ученые раньше не заходили. Это было недалеко, но в другом направлении от их кабинета. Это также было за пределами их обычного круга поездок. Для поездки им потребуется специальное разрешение, но смогут ли они его получить, поскольку из-за шторма связь прервалась? Ученые попытались связаться по радио со своим начальством, но линии связи по-прежнему были полностью отключены. Получить разрешение было невозможно, и они зря теряли время. Группа должна была добраться до указанных координат, чтобы помочь тем, кто был там. Им нужно было двигаться, если они хотели найти кого-нибудь живого. Не было никаких споров по поводу отъезда. Все ученые согласились, что они пойдут на риск, чтобы спасти того, кто там находится. Они подготовились так быстро, как только смогли. Было неразумно уезжать прямо сейчас, не приняв всех необходимых мер предосторожности, которые включали в себя то, что их исследование было безлюдным в течение нескольких дней. Наконец, они были готовы отправиться в путь. Ученые не были готовы к отъезду до следующего утра. Они все чувствовали себя ужасно, вынужденные ждать, но так было безопаснее. Если они собирались кого-то спасти, им нужно было быть как можно осторожнее, чтобы не погибнуть по дороге. И даже при соблюдении всех мер предосторожности окружающая среда оставалась непредсказуемой и опасной. Поездка была трудной, но они должны были ее совершить. День путешествия быстро затянулся из-за ухудшения погоды, что даже казалось невозможным. Но они продвигались медленно, и к тому времени, когда они приблизились к координатам, все исследователи были измотаны. И что еще хуже, пока не было никаких явных признаков присутствия кого-либо. План состоял в том, чтобы найти людей и помочь им вернуться на базу. Но становилось все труднее, и все устали. Казалось, что им придется разбить лагерь и отдохнуть. Но все они думали о полученном радиосообщении. Они не могли оставить людей там страдать. Ученые преодолели последний ледяной холм, прежде чем достигли нужных координат. Это было долгое и очень трудное путешествие. Всю дорогу они размышляли о том, как кто-то мог попасть сюда без их ведома, и еще больше о том, как они попали сюда без ведома своего начальства. Группа подумала, что, возможно, они увидят самолет или вертолет. Возможно, люди, которым нужна была помощь, только что прибыли. Но не было ни обломков, ни каких-либо признаков самолета или вертолета. На самом деле, там было что-то совершенно другое и очень странное. Никто не знал, на что именно они смотрят. Буря утихла настолько, что они могли разглядеть что-то среди снега и льда. Это было странно и казалось невозможным. Казалось, что это был старый дом, окруженный небольшой каменной стеной. В саду было даже что-то похожее на голые деревья. Что здесь происходило? Но это было еще не все. По всему саду стояли фигуры. Они были похожи на людей. Неужели здесь замерзли люди, которым требовалась помощь? Это выглядело ужасно. Что произошло? Как все это могло быть на самом деле? У ученых не было ответов, но они знали, что если это были замерзшие люди, то они, скорее всего, были мертвы. Но они должны были рассмотреть это поближе. Большинство ученых ошеломленно молчали.
Они понятия не имели, что делать, кроме как подойти поближе. Какие ужасы их ожидают, когда они подойдут ближе? Дом и сад не имели никакого смысла. Но если это действительно были те люди, которым нужна была помощь, то это была катастрофа. Ученые бросились к фигурам так быстро, как только позволяла их плотная одежда. Шторм стихал, но это не делало поездку менее опасной. Им нужно было знать, что происходит. Ничто не имело смысла, и они проделали весь этот путь. Они собирались получить ответы. Подойдя ближе, они бросились к одной из фигур. Они рискнули и сняли защитные очки, чтобы лучше рассмотреть то, что было перед ними. Фигуры были статуями, как и почти все в этом саду. Но это ничего не объясняло. Для чего была сделана запись и как все это попало сюда? Они решили пройти немного дальше, чтобы спокойно все осмотреть. Вдалеке они увидели объект, похожий на хижину. Подойдя ближе, они увидели, что это заброшенный домик. Что бы это могло означать, находясь так близко к этим странным изображениям? Они подумали, разумно ли стучать. После некоторого раздумья они решили постучать. Но никто не открыл дверь. Они перегруппировались и вместе, медленно, подошли к двери. Ко всеобщему удивлению, после того, как один из ученых слегка нажал и потянул за дверную ручку, они обнаружили, что вход в дом не заперт. Конечно, никто не смог бы жить в таком отдаленном месте, до которого было так трудно добраться, не так ли? Команда приехала, и все стало еще более странным. Интерьер дома был на удивление в хорошем состоянии, и все удобства, казалось, были на месте. В шкафчиках даже нашлась еда, как будто кто-то недавно побывал здесь. Мог ли человек, подавший сигнал бедствия, жить в этом доме? Исследовав дом, ученые решили, что им нужно остаться там на некоторое время и сделать перерыв. После того, как они избавились от верхней одежды, они решили, что лучше всего будет провести хотя бы ночь здесь. Причина заключалась в том, что им нужно было восстановить силы, а также в том, что мог появиться потенциальный житель. Вечер наступил быстро, и академической команде не потребовалось много времени, чтобы найти место для ночлега, и большинство из них сразу же заснули. Все, казалось, устали от похода, хотя один из ученых, Мэтью, не мог сомкнуть глаз. Мужчина не мог выбросить из головы странные статуи. Все, что они обнаружили сегодня, было исключительно странным, но все же статуи были особенно странными и почти пугающими, подумал Мэтью. Должна была быть логическая причина, по которой эти предметы оказались здесь. Никто из живущих здесь не мог этого объяснить, и это расстроило мужчину до такой степени, что он внезапно вскочил. Так как ему все равно не спалось, Мэтью решил заглянуть в единственное окно дома. Он увидел, что буря полностью утихла, и прежде чем он успел передумать, он уже был в своей зимней обуви у двери. Исследователь почувствовал, что ему действительно необходимо продолжить осмотр этих статуй. Может быть, он что-то пропустил, когда впервые взглянул на них? Затем он бесшумно открыл дверцу и вышел. На улице по-прежнему было очень холодно, но поскольку буря утихла и светила полная луна, он, по крайней мере, мог видеть сквозь свои защитные очки. Мэтью подошел к одной из статуй и стряхнул с нее немного снега. Теперь он взял увеличительное стекло и осмотрел объект снизу доверху так внимательно, как только мог. Через пару минут он смог определить, что странные тела на самом деле были сделаны из какого-то камня или металла. По крайней мере, так было до тех пор, пока он по-настоящему не начал всматриваться в глаза статуи. Глаза исследователя широко раскрылись, когда он заметил это. Внезапно многие вещи, которые раньше вызывали столько вопросов, начали проясняться в его сознании. Мэтью отступил на шаг
и изо всех сил прокричал в сторону дома, что если кто-нибудь из его команды услышит это, нужно срочно выйти на улицу. Он подумал, что это знакомо. Из дома доносились только человеческие голоса. Ожидая каких-либо действий от кого-либо из присутствующих, Мэтью решил быстро сделать пару фотографий. Ему нужны были доказательства того, что он только что обнаружил, иначе могло случиться так, что ему никто никогда не поверит. Другая женщина-ученый действительно проснулась и направилась к нему, закрыв за собой дверь. Когда женщина подошла ближе, она внезапно остановилась на полпути между домом и Мэтью. Она уговаривала меня продолжать, но больше не могла двигаться. Единственное движение, на которое она была способна, это движение рукой. Женщина-ученый дрожащей рукой указывала в направлении Мэтью. Мэтью не понимал, что происходит с его коллегой, пока не понял, что она указывает не на него, а на что-то позади него. Мэтью понял это и быстро обернулся, и когда он это сделал, ученый наконец понял реакцию своего коллеги. Он был потрясен, но в то же время почувствовал облегчение. Должно быть, это и было объяснением предыдущего сигнала бедствия. Так и должно было быть. А затем его охватил страх. Им нужно было поскорее убираться отсюда. С тех пор прошло около 3 месяцев. Ученые уже давно вернулись домой целыми и невредимыми. Когда они с трудом добрались до базового лагеря, они сразу же позвонили руководителю проекта на материк. Его немедленно попросили отправить туда самолет и забрать их домой. На самом деле, последние пару месяцев, с той недели, как они вернулись, академическая группа пыталась рассказать миру о том, с чем они неожиданно столкнулись в тот прекрасный день на Северном полюсе. Но даже несмотря на фотографии, которые Мэтью сделал там, почти никто им не поверил. Они пытались это сделать в течение нескольких дней всей командой. Но, как оказалось, только одна новостная станция заинтересовалась этой историей. Даже эта станция не собиралась публиковать что-либо без каких-либо доказательств, и поэтому их правление решило отправить команду и самим разобраться в этой загадке. Это был неожиданный поворот. Команда исследователей испытала облегчение от того, что их научная достоверность наконец-то была признана по крайней мере одной организацией. Они решили удовлетворить просьбу поделиться местоположением и предоставили всю информацию с точными координатами устава. Новостной станции удалось организовать экспедицию для поиска доказательств, и они нашли доказательства. Когда экспедиция вернулась примерно через 2 недели, новостная станция сразу же захотела опубликовать полный репортаж. Они включали в себя вступительную часть от всей команды ученых, их первоначальную цель на Северном полюсе и, кроме того, Мэтью, которому была отведена главная роль. Статья была опубликована через 3 дня и полностью потрясла мир. Очевидно, Северный полюс был не так мало населен, как многие могли ожидать. Определенный район был заселен преступниками с тех пор, как они начали складировать часть своей добычи в этом пустынном месте. Эта группа преступников за прошедшие годы создала здесь для себя настоящее убежище. До сих пор это была история полного успеха. Преступники могли вести здесь бизнес так, что никто в мире за ними не наблюдал. После осмотра местности, совместно с международной командой полицейских, они обнаружили множество украденных предметов, особенно большое количество статуй, которые были похищены из частных коллекций много лет назад. Воры, о которых идет речь, хранили в основном золотые статуи здесь, в большом и замерзшем саду. Станция, следственная группа станции, предполагала, что фигурки хранились здесь до тех пор, пока их не удастся продать тому, кто предложит самую высокую цену. Неподалеку также были обнаружены причал и грузовое судно,
которые, вероятно, использовались для перевозки предметов. Удивительно, но международной исследовательской группе не потребовалось много времени, чтобы найти и арестовать большинство виновных. Еще до публикации статьи подозреваемые предстали перед судом, а другая группа исследователей была назначена для определения владельцев статуэток, чтобы их можно было вернуть по закону. Это открытие ученых действительно привлекло внимание к Северному полюсу и заставило весь мир заговорить об этом районе. В конечном счете, вся цепочка событий привела к тому, что на Северном полюсе была усилена охрана, чтобы никто больше не мог использовать это место в качестве прикрытия для своей преступной деятельности.